Кейли, начинающая бьюти-блогерша, выпускает новое видео на свой канал. Несмотря на небольшую аудиторию, ей поступает предложение о сотрудничестве от неизвестной компании, занимающейся продажей уходовой косметики. У девушки не так много опыта в рекламных обзорах, и более того, это ее первый заказ. Компания кажется ей многообещающей, хотя также только начинает развиваться. Вместе они устраивают рекламную интеграцию для ее нового ролика. Бренд высылает Кейли на обзор свой первый продукт. Набор для домашнего химического пилинга. По словам блогерши, владельцы подробно описали в электронном письме, как правильно пользоваться их продуктом, так как на самих баночках нет никакой инструкции. Более того, в каких-то местах печать ей показалась немного съехавшей. Однако ее это не остановило, и она приступила к нанесению этого загадочного средства на свое лицо. Надев перчатки, Кейси показывает, как правильно пользоваться маской. Судя по всему, ей это дается тяжело, из-за едкого запаха эссенции трудно дышать. К тому же, она постоянно жжет глаза. Через некоторое время после нанесения она почувствовала стянутость и жжение на всем лице. Но не дала страху себя обуздать, так как в наборе был специальный крем, который она сразу весь и использовала. К сожалению, этого было недостаточно. Жжение не отступало, а воспаление не снялось. Проконсультировавшись с агентами, мы вместе с Кейси отправляемся в магазин за кокосовым маслом, чтобы продолжить уход. День стоял жаркий и солнечный, и, несмотря на все рекомендации не попадать под солнечные лучи после нанесения маски, она, угадайте что? Ходит по улице, высоко подняв нос кверху. Мол, это очень короткая прогулка, за 10 минут ожога не будет. У меня так сильно чешется все лицо, долбанушка. Короче, этим же вечером она получает химический ожог. Но, так как это проплаченный обзор, или она просто тупая, она утверждает, что все, что происходит с ее лицом, это чистка. Всякая грязь, подкожные жиры, акне и другая бяка выходит таким образом. Все идет по плану. А гной, кровь и ужасное воспаление должны быть. Да. На следующее утро ее лицо сравнимо с поверхностью Марса и образовало плотную корку с кратерами размерами с ее бездумные глаза. В ее голове это знак, что под этим толстым слоем ужаса начинают образовываться новые здоровые слои кожи, и все эти мучения стоят того. Убедительно. Следующие кадры могут вас шокировать, поэтому привет, цензура! Кейси снимает себя в постели с окровавленным лицом. Бинты и пластыри уже еле выполняют свою работу. Ее источник заработка превратился в кровавое месиво. Даже Даша-путешественница не сможет найти живое место на этом куске фарша. Но это только полбеды. Рекламодатели, выславшие ей этот злосчастный набор, обвинили Кейси в плохом обзоре и слишком чувствительной коже, отозвали рекламу и заблокировали несчастную девушку. Самое время направиться в больницу и написать заявление на этих людей, верно? Нет, Кейси подавлена, но не повержена. Ее цель – закончить курс, выложить видео для своих подписчиков и доказать, что она чудесный обзорщик. Пусть та компания жалеет о своем решении бросить ее. Поэтому она храбро срезает корки с лица, срывает верхние слои кожи и довольно показывает результат своих стараний, мучений. Видео резко обрывается. Далее следуют пояснительные записи. Всего на канале Кейси было лишь 8 подписчиков. На ее компьютере не было обнаружено никакой переписки с кем-либо от данного бренда. Никому не удалось найти веб-сайт, контактные данные или какое-нибудь подтверждение существования компании. Единственными недавними электронными письмами в почтовом ящике Келли были подтверждения онлайн-заказа самодельных упаковочных материалов и 100% трихлоруксусной кислоты. И это было последнее ревью Кейли. А это была Сахар. И я иногда люблю смотреть короткие хоррор-фильмы или жуткие мультики. Если вам понравилась эта короткометражка, то посмотрите оригинал и другие похожие проекты на канале Альтер.
Здесь могла быть ваша реклама, но я просто хочу с вами поделиться хорошим местом, где можно найти подобные интересные штуки. Вот.